Есть фотографии, способные остановить время, а есть те, что показывают его безжалостный бег. Но лишь одному фотографу удалось сделать то, что до него не делал никто — запечатлеть само время в лицах 4 сестер на протяжении 40 лет. И сегодня эта история заставляет плакать каждого, кто видит их последнюю фотографию. Все началось в далеком 1973 году. Талантливый фотограф Кристиан Миллер приехал в гости к родителям своей жены Жаклин. День выдался необычайно теплым. В саду 4 молодые сестры — Бритни, Джессика, Жаклин и Голди — о чем-то оживленно беседовали. Их смех разносился по всему саду. В какой-то момент Кристиан заметил, как солнечный свет красиво играет на их лицах, как естественны их позы и как искренни их улыбки. «Можно я вас сфотографирую?» — спросил он, даже не подозревая, что эти простые слова положат начало одному из самых глубоких и пронзительных проектов в истории фотографии. Проекту, который изменит не только их жизни, но и наше представление о красоте времени. Сестры неуверенно переглянулись. Жаклин была уже привычна к камере мужа, но остальные чувствовали себя неловко. В их позах читалась настороженность. Скрещенные руки, слегка нахмуренные брови, взгляды, полные легкого недоверия. 1973 год — время до цифровых камер, когда нельзя было сразу увидеть результат. А что, если фотография получится неудачной? Эта мысль явно читалась на их лицах. Кристиан использовал камеру формата 8×10, массивное устройство, требующее особого мастерства и терпения. Этот выбор был не случайен. Большой формат позволял передать мельчайшие детали, каждую черточку лица, каждый проблеск в глазах. Позже эта техническая особенность станет одной из ключевых в проекте, позволяя зрителям буквально всматриваться в лица сестер, замечая малейшие изменения год за годом. Когда первый снимок был готов, Кристиан был поражен. В простом черно-белом кадре таилось нечто большее, чем просто портрет 4 сестер. В нем была запечатлена сама молодость, чистая, искренняя, полная надежд и ожиданий. 4 девушки, стоящие на пороге своей жизни, еще не знающие, какой путь им предстоит пройти. Год спустя, на выпускном одной из сестер, Кристиан предложил повторить снимок. «Встаньте так же, как тогда», — попросил он, указывая каждое ее место. Когда он сравнил 2 снимка, его поразили едва уловимые различия, чуть изменившиеся позы, немного другие выражения лиц, еле заметные перемены во взглядах. Именно тогда в его голове родилась идея. «А что, если делать такой снимок каждый год?» — предложил Кристиан. Сестры согласились, думая, что это продлится 1-2, максимум 5 лет. Никто из них даже представить не мог, что этот эксперимент растянется на 4 десятилетия и станет одним из самых значимых документальных проектов в истории фотографии. Правила были простыми. 1 фотография в год всегда в том же порядке. Бритни, Джессика, Жаклин, Голди. Всегда черно-белая съемка. Всегда на камеру 8×10. Всегда при естественном освещении. Никакого макияжа, никаких специальных приготовлений, только они такие, какие есть. Каждая съемка превращалась в особый ритуал. Иногда приходилось ждать часами, пока свет станет идеальным. Но эти часы ожидания не проходили впустую. Они становились драгоценным временем общения, когда сестры могли поговорить, поделиться новостями, посмеяться над общими воспоминаниями. С каждым годом процесс выбора финальной фотографии становился все более значимым. Если в первые годы сестры могли быстро просмотреть несколько дублей и выбрать тот, что получше, то постепенно это превратилось в серьезное обсуждение. Они могли часами рассматривать каждый кадр, обращая внимание на мельчайшие детали, как падает свет, как лежат складки одежды, какие эмоции читаются в глазах каждой из них.
За эти 40 лет в их жизни произошло множество событий. Были свадьбы и разводы, рождение детей и потери близких, болезни и выздоровления. Но, что удивительно, ни разу, ни единого раза за все эти годы они не пропустили ежегодную фотосессию. Даже когда одна из них тяжело болела, она находила в себе силы встать рядом с сестрами перед камерой. Особенно интересно наблюдать за изменением их внешности. От модных нарядов они постепенно переходят к более классическим, сдержанным образом. Их прически меняются вслед за модой, от экспериментов с длиной и укладками в молодости до появления первой седины, которую никто из них не пытался скрыть. Эти седые волосы стали словно короной, знаком прожитых лет и накопленной мудрости. Но самые глубокие изменения происходили в их взглядах и позах. На ранних фотографиях каждая из сестер словно существует в своем собственном пространстве. Даже стоя рядом, они кажутся отдельными островками, каждая в своем мире. Возможно, это было связано с юношеским стремлением к независимости, желанием построить свою собственную жизнь. Однако с каждым годом что-то неуловимо менялось. Их тела начинали тянуться друг к другу, руки естественным образом ложились на плечи сестер, взгляды становились мягче, доверчивее. Время, вопреки ожиданиям, не разделяло их, а, наоборот, сближало все сильнее. Особенно заметна эта трансформация в Джессика, второй слева. На первых снимках она словно закована в броню собственной настороженности. Ее взгляд суров, губы плотно сжаты, вся поза говорит о внутреннем напряжении. Даже когда она обнимает сестру за плечи, в этом жесте чувствуется какая-то сдержанность, словно она оберегает часть себя от камеры, от мира, возможно, даже от самых близких людей. Но время творит удивительные вещи. С каждым новым снимком лицо Джессики словно оттаивает. Морщинки появляются не только от возраста, но и от улыбок, которые все чаще озаряют ее лицо. К последнему году проекта она неузнаваемо преображается. Ее глаза излучают такое тепло и мудрость, что невозможно сдержать слез. С годами проект приобрел мировую известность. Фотографии выставлялись в самых престижных галереях, от Музея современного искусства в Нью-Йорке до Лувра в Париже. Но для самих сестер это никогда не было искусством ради искусства. Это была их личная история, которой они, сами того не желая, поделились с миром. Уникальность проекта заключается еще и в том, как он показал процесс старения женщин. В мире, одержимом вечной молодостью, где женщины старше 40 часто становятся невидимыми для общества, где их заставляют стыдиться своего возраста, сестры Смит показали иной путь. Они продемонстрировали, что возраст — это не то, что нужно скрывать, а то, чем можно и нужно гордиться. За эти годы технологии фотографии шагнули далеко вперед. Появились цифровые камеры, фильтры, способные стереть любые признаки возраста. Но Кристиан остался верен своей старой камере и черно-белой пленке. Потому что дело было не в технике. Дело было в правде момента, в честности перед собой и зрителями. Интересно, что на протяжении всего проекта сестры никогда не рассказывали подробностей своей личной жизни публично. Мы не знаем их историй любви, карьерных взлетов и падений, личных трагедий и триумфов. Но все это можно прочитать в их глазах, в изменении их поз, в том, как они держатся друг за друга. Особенно это заметно в кризисные моменты их жизни. Хотя сестры никогда не рассказывали подробностей, но внимательный зритель может заметить годы, когда одной из них было особенно тяжело. В такие моменты остальные словно обволакивают ее своей поддержкой. Это видно в том, как они стоят, как держатся за руки, как смотрят друг на друга. На 40-м году существования проекта было принято решение его завершить. Последняя фотография. На ней сестры уже не молоды. Их лица избороздили морщины, волосы поседели.
Но есть в этом снимке что-то настолько пронзительное, что он заставляет плакать каждого, кто его видит. На последнем снимке сестры прижимаются друг к другу с той особой нежностью, которую может подарить только прожитая вместе жизнь. Их глаза светятся мудростью и спокойствием. А улыбка Джессики, та самая, что когда-то так сурово смотрела в объектив, теперь улыбается с такой теплотой и открытостью, что это разбивает сердце. Почему же этот последний снимок вызывает слезы? Не потому, что это конец, а потому, что он показывает. Настоящая красота в принятии жизни такой, какая она есть. В морщинках около глаз, появившихся от смеха, в седых волосах, ставших короной прожитых лет, в руках, которые научились крепче обнимать тех, кого мы любим. Каждая морщинка на их лицах — это след прожитой жизни. Морщинки вокруг глаз появились от смеха, складки у рта — от улыбок, морщинки на лбу — от тревог за близких. Это карта жизни, запечатленная на их лицах, и они не стеснялись показывать ее миру. История сестер Смит учит нас самому главному — красота не в вечной молодости. Она в способности принять каждый этап жизни с достоинством и любовью. В умении видеть в каждой морщине не потерю, а приобретение. В готовности показать миру свое настоящее лицо, лицо, на котором время оставило свои прекрасные следы. Этот проект стал не просто семейной хроникой или художественной работой. Он превратился в универсальное послание о том, что значит быть человеком, о ценности семейных уз и о красоте естественного течения жизни. И когда мы смотрим на эту последнюю фотографию, наши слезы — это не слезы грусти. Это слезы узнавания собственной истории в их истории. Это слезы благодарности за напоминание о том, что старость — это не конец пути, а его прекрасная, мудрая часть. В мире, где каждый пытается обмануть время, сестры Смит показали нам, что единственный способ победить его — это принять его с достоинством и грацией. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.